Здравствуйте, господа. Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный здоровью. Сегодня постараюсь ответить на те вопросы, которые вы задаете мне в вебинарной комнате моего сайта aduyko.com. Итак, там вопрос был интересный. Андрей Андреевич, скажите, почему у меня постоянно болит копчик? И что бы я ни делала в своей жизни, он у меня все равно постоянно болит. О чем это говорит и на что необходимо обращать внимание? Я хочу сказать вам, очень часто, когда у человека начинает болеть копчик, человек не может провести аналогию и начинает лечить все, что угодно, кроме того, что необходимо. Так как сама проблема обычно воспринимается как проблема, связанная с вертебрологией или позвоночником и так далее. В целом лечить копчик человеку, у которого там есть боль при ишасе или при каких-либо изменениях даже, не стоит. Дело в том, что копчик болит всегда и является признаком того, что у человека увеличивается в объеме печень. Я проверил и могу прямо гарантированно утверждать, что, как правило, люди, у которых есть боль или болезненное состояние в копчике, имеют одну между собой объединяющую их проблему. Это проблема, увеличивающая в объеме печень. Очень часто у людей, которые принимают алкоголь бесконтрольно, у которых есть сахарный диабет второго типа, люди склонны к ожирению, постоянно питаются нехорошо, в общем-то, у них появляются вот такие проблемы. Там женщина мне написала: Андрей Андреевич, поэтому и, по моему мнению, и лечить копчик необходимо не с мазей, а с препаратов, которые могут помочь человеку избавиться от заболеваний печени. То есть это препараты, улучшающие общее состояние печени, плюс желчегонные препараты. Давайте я их перечислю. Препарат, который восстанавливает функцию печени, уменьшая ее в объеме, называется Тантал. В нашей компании aduyko.com или тибетская формула продается. Желчегонный препарат с мягким таким желчегонным действием, это называется у меня Лунглин, и препарат с горечами дуйко называется Амарум, горечи дуйко. Рекомендую все три препарата использовать в ходе лечения боли, которые находятся в копчике, и эффективность этого вы будете наблюдать гораздо быстрее, чем в случае, если вы будете использовать мази диклофенак, диклобера и так далее, или препараты, или уколы, витамин В6 и прочее. Должного и нужного и быстрого, как ни странно, результата не принесут, поэтому болит копчик, лечите печень. Далее женщина написала очень интересный вопрос: Андрей Андреевич, скажите, я ничего не ем. Я веду такой активный образ жизни, и при этом я постоянно поправляюсь. Сразу же первый вопрос, который я ей задал, звучал так: скажите мне, у вас есть бессонница? Она говорит: нет, у меня бессонницы нет, но я стараюсь как можно больше, или в борьбе за своей эффективностью стараюсь постоянно уменьшать количество своего сна. То есть я стараюсь вставать рано, ложусь я при этом очень поздно и так далее. Так вот, хочу вам сказать, что в случае, если человек укорачивает свой сон, и его сон уменьшается с 7 часов до 6, до 5, до 4, или сон прерывистый, это всегда приведет человека к тому, что он будет увеличиваться в объемах. То есть человек, который поправляется, очень часто это может быть тем, что у него короткий или кратковременный сон, или уменьшенное количество сна. Это все сбивает циркадный ритм. Как это все устроено? Во время сна у человека восстанавливаются гепатоциты печени. В случае, если у человека недостаточное количество сна, у него увеличивается холестерин. Холестерин, который увеличивается, приводит к тому, что человек получает избыточный вес, причем избыточный вес в виде жирового дополнительного слоя. Именно поэтому я часто очень рекомендую людям, у которых высокий холестерин, которые не могут похудеть, начинать с того, чтобы контролировать свой сон, восстанавливать, в общем-то, свои циркадные ритмы. Анастасия Бондарева, да? Подскажите, у меня ситуация: пила Метикс, ЕМА, коллаген, атеросклеротин, холестероскопин.
Но не все. Так как холестерин не падал, был высоким 9. Кардиолог сказал искать проблему у гинеколога, продлевать цикл любым способом. Выписали гормоны. Сейчас. Сделали операцию аппендикс. Случайно выявили множественное опухолевое образование гемангиомы. Направляют к онкологу, при этом гинеколог-эндокринолог говорит продолжить пить гормоны. Правда, выписала меньше дозу. Все препараты перестала пить, не зная, что делать. Гормон еще пью, еще выписали мастодион, так как пролактин повышен. Подскажите, что делать? Снижать пролактин однозначно нужно. Желтая диета, как делать, можно взять, это поможет и так далее. Смотрите, для того, чтобы начать лечение, необходимо понимать, с чем вы столкнулись. И обязательно определить, что же на самом деле за заболевания на сегодняшний день у вас есть. То, что они отправили к онкологу, я их понимаю, хорошо было бы провести гистологические исследования оперативного материала, который у вас был взят, и все-таки определить, не болеете ли вы онкологическим заболеванием, а болеете там просто липомы там, или еще что-то. Но для этого необходимо, может быть, сдать еще анализы, которые онколог назначен. Возможно, он даст вам, нужно сдать анализ крови там какой-нибудь, сейчас их очень много онкомаркеров, допустим, там пируват-киназа, тумор М4 или тумор М2, я не помню, как он называется, который может показать наличие там опухоли или нет. То есть это все необходимо выявить. И после чего, в случае, если нет опухоли или если есть опухоль, начинать решать вопрос с помощью, в том числе и терапии препаратами компании «Тибетская формула». Сейчас что можно делать и нужно ли принимать гормоны? Для того, чтобы назначать гормоны и отменять гормоны, необходима гормональная панель. В случае, если у вас есть сбои и они видны в гормональной панели, а оно у вас все-таки имеется, так как у вас пролактин повышен, это говорит о том, что действительно необходимо принимать препараты, которые будут снижать пролактин. Это однозначно. Второе, провести исследования, которые назначит вам онколог. То есть сделать исследование МРТ с контрастным веществом для того, чтобы определить степени наличия или отсутствия опухолевидных новообразований. И третье, можно прямо сейчас начинать применять противоопухолевую терапию, независимо от того, болеете вы онкологией или нет. Это препарат канцерамидин компании «Тибетская формула», это препарат изотон и препарат метикс, то есть изотон, метикс, канцерамидин. Используйте. По поводу отменять гормоны, скорее всего нет, но к онкологу обязательно нужно обратиться. Сами не отменяйте, сами не назначайте, старайтесь сделать так, чтобы это было подтверждено анализами, и любые такие, наверное, желания ваши, там, я не хочу, должно быть подтверждено наличием или отсутствием гормонов. Гормоны растут, это говорит о том, что у человека, почему обычно у человека повышаются гормоны, с чем это связано? Это и стрессовые ситуации, и недостаточность сна. Обычно в случае, если у человека не хватает сна, у него увеличивается холестерин. Помните, я об этом рассказывал. Если холестерин где-то будут появляться опухоли, плюс при любых опухолях увеличивается, вернее, накопление молочной кислоты. Как сделать так, чтобы опухоли не метастазировали и быстро не распространялись? Такой вот необычный такой, по моему мнению, способ, но который себя, в общем-то, неплохо зарекомендовал. Почему я этот способ решил вам дать? Дело в том, что будучи сам человеком, который перенес заболевание онкология, я болел лимфогранулематозом, и на сегодняшний день этот диагноз снят. К сожалению, не обошлось без оперативного вмешательства, неоднократного и радиотерапии и так далее. Достаточно большое время я болел данным заболеванием. На сегодняшний день могу сказать, что по своему опыту знаю конкретно, что улучшение в моем случае, уменьшение опухолей и реакция на опухоли было при применении небольшого количества в виде питья
нашатырного спирта, то есть аммиака, то есть 1-2-5 или 10 капель, я обычно 10 капель капал нашатырного спирта на стакан с водой и пил полстакана утром, полстакана вечером или 1 стакан 1 раз в день. Дело в том, что это заметно улучшало общее состояние. Как же это работало? Аммиак, попадая в нашу кровь, даже в небольших дозах, расщепляет и выводит молочную кислоту, которая в большом количестве накапливается при заболевании онкологии, и ухудшение ее выведения и приводит в дальнейшем к появлению и метастазированию новообразований. Использование в небольшом количестве аммиака приводит к уменьшению размера опухоли. К сожалению, вылечиться с помощью аммиака невозможно, но приостановить, уменьшить там опухолевидные новообразования можно. Вот очень рекомендую. Здравствуйте, со Сретенем всех. Здравствуйте, трескается кожа на руках и ногах. С чем это связано, что предпринять? Как правило, когда трескается на руках и ногах кожа, это связано с тем, что есть аллергия. Это реакция такая. Также это может быть разным видом разных заболеваний кожных. Это могут быть грибковые инфекции, это может быть экзема, это может быть нейродермит, а также это может быть псориаз. То есть с чем это связано у вас, к сожалению, сказать не смогу. В случае, если трескается, то, как правило, по моему мнению, лечение как псориаз данного заболевания очень хорошо реагирует вот как раз лечение его мазью нашей компании, которая называется изотоновый бальзам. То есть смазывая изотоновым бальзамом, вы можете быстро избавиться от таких вот трещин, какими бы они ни были и какому бы типу они не принадлежали. Там благодарность женщина одна написала: Андрей Андреевич, большое вам спасибо, я избавилась от астмы путем, с помощью вашего совета, где вы советовали в одном из вебинаров просто попить соду. Да, так и есть. Питье соды может помочь человеку избавиться от астмы. И тут такой вопрос, Андрей Андреевич, а как это все устроено? Объяснение этому тоже есть. Дело в том, что по моему мнению, любое заболевание, которое связано с аллергией и с астмой в том числе, очень часто связано с тем, что замедляется и недостаток появляется в клетках всего нашего организма натрия. И такой натрий можно ввести каким образом? Первый способ — это капельницы кальция гидрохлорид. Второе, что находится в кальции гидрохлорид? Находится карбонат кальция, плюс находится раствор поваренной соли, который разведен в дистиллированной воде. То есть можно посмотреть на формулу, это получается кальций, кальций натрий хлор. То есть получается здесь натрий есть. То есть если человеку вводят карбонат кальция, вернее, если человеку гидрохлорид кальция вводят, то ему фактически доставляют и натрий. Дальше использование просто поваренной соли. Я всегда говорю, в случае, если у человека есть аллергия, то достаточно увеличить прием в рационе питания поваренную соль для того, чтобы такие вот яркие аллергии могли быть купированы. Также купание в воде. С чем это связано? С наличием натрия в поваренной соли. И питье соды. А что же в соде находится? Натрий двууглекислый в очень усваиваемом виде находится как раз у нас в поваренной соли, поэтому восстановить количество натрия, который участвует в калий-натриевом обмене метаболизма клеток, вернее участвует в метаболизме клеток внеклеточного пространства, является насосом между клетками, натриево-калиевый насос. И таким образом, в случае, если в клетке что-либо задерживается, в случае, если задерживаются антиоксиданты, процессы распада, токсины и так далее, то за счет того, что накапливается в этих клетках в процессе жизнедеятельности клетки токсическое вещество, то данное вещество не выводится только
за счет того, что недостаточность натрия. Поэтому введение введение соды в рацион питания и питье соды для людей, у которых есть астма, есть аллергия, есть там экзема или даже псориаз в большинстве своем, может заметно помочь человеку, улучшив его общее состояние. Вот так это все устроено. Здравствуйте, миомы, узлы почему образовываются? Миомы и узлы образовываются всегда, все идет по одному и тому же принципу. Обычно это выглядит следующим образом. В момент того, когда человек переживает, у него происходит стресс. Стресс всегда влияет на щитовидную железу, паращитовидную железу. Щитовидная и паращитовидная железа, они между собой не связаны. Паращитовидная железа, она отвечает за метаболизм кальция в организме. Кальций отвечает за сокращение сердца. Поэтому в случае, если у человека стресс, у него исчезает кальций, так как паращитовидная железа начинает хуже работать. При этом электролит кальция уменьшается в крови. За счет этого сердце получает ишемическую болезнь или сердечную недостаточность. Не смыкается аорта сердечная, начинает происходить появление, вернее, пролапса, появляется паническая атака или депрессивный эпизод, который в дальнейшем можно лечить только за счет того, что мы увеличиваем или даем человеку увеличенное количество кальция. Вы знаете, что в большинстве своем вот такие послеинфекционные осложнения, которые появляются у людей, которые перенесли модное заболевание, и появляются после этого панические атаки, их можно купировать просто введением в рацион питания больного достаточное количество кальций содержащих продуктов питания. Это может быть там большее количество творога. Но здесь один минус есть. Дело в том, что кальций может усваиваться, а может и не усваиваться. Так вот, очень часто кальций не усваивается в случае, если не хватает витамина D3. Именно поэтому я часто говорю, хотите, чтобы у вас не было панических атак, хотите, чтобы у вас было более-менее ровное настроение, начинайте принимать кальций в виде, допустим, цитрата кальция. В нашей компании называется цитрокальцимин. Есть еще препарат кальций, магний, цинк. И кальций, магний тоже отдельно есть. И применяйте вместе с витамином D3. Это улучшит метаболизм паращитовидной железы, увеличит количество кальция в крови, приведет сердце к тому, чтобы сердце правильно сокращалось. В общем-то, приведет в дальнейшем к тому, чтобы вот таких тяжелых состояний панических атак больше не наблюдалось. Далее, это все приводит к тому, что щитовидная железа начинает работать в нагрузке, так как аутоиммунный тиреоидит обычно происходит на фоне иммунной депрессии. То есть у человека снижение иммунитета привело к тому, что щитовидная железа начинает работать более усиленно. И ей не хватает йода, также она реагирует на иммунитет и так далее. Это все в комплексе контролируется гипофизом и гипоталамусом. И контролируется одновременно любое изменение щитовидной и паращитовидной железы приводит к изменению деятельности абсолютно всех желез внутренней секреции. Именно поэтому, если есть проблема стресс создает проблему щитовидной железы. Если здесь справляется, то создает проблему поджелудочной железы. Если там справляется, создает проблему яичников и надпочечников. Также надпочечники, в случае, если женщина стрессует, в случае, если у женщины недостаточность жиров в рационе питания, у нее там бессонница или она мало спит, это все приводит к тому, что выделяется кортизол. Данный гормон кортизол, он должен превратиться в гидрокортизон, а он не превращается из-за стресса. Становится гормоном адреналина, становится гормоном стресса, и в дальнейшем у такой женщины появляется недостаточность прогестерона и эстрадиола, обычно прогестерона, что приводит к появлению опухолевидных новообразований, то бишь миом, проблемы эндометрия, то есть не отслаивается эндометрий, не выходит во время менструации, и это все приводит к появлению изменения самого эндометрия, к появлению миом, к появлению заболеваний матки, заболеваний яичников и так далее. И всему это одно и то же, все это имеет одно и то же название. Сейчас, извините.
Любимая моя, у меня сейчас вебинар, зайчик мой. Да, 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 моя хорошая. И, конечно же, самое первое, с чего необходимо начинать лечение, женщины, запомните. Если у вас миомы, есть проблемы с женскими органами, первое, что вы делаете, успокаиваетесь. Увеличивайте количество сна дневного. Также ни в коем случае не соблюдайте диету. Кушайте так, чтобы не голодать. Также уменьшите количество употребления сладкого. Но на первое место необходимо ставить отдых. Это прямо необходимо ставить на одно из самых важных мест. Поэтому всегда следите. Для женщины сон это это самый важный компонент. Если вы хотите жить дольше, если вы хотите, чтобы у вас не появлялись опухоли, если вы хотите, чтобы у вас дольше была молодость, чтобы вы выглядели лучше, ставьте тире и пишите «длительнее сон». Для человека важно, а для женщины особо важно спать больше, чем все остальные. Поэтому, как бы вы ни хотели, старайтесь делать так, чтобы у вас сон был длительным, старайтесь досыпать еще и днем, так проживете дольше и здоровье у вас будет лучше. Вот. Здрасте, с праздником вас, если можно, скажите, как вылечить кандидоз. Благодарю вас. Кандидоз это грибковое заболевание, вылечить его возможно, если использовать мной разработанный препарат, он называется Альбикам. Его используйте, великолепное средство, которое лечит кандидоз, при этом молочницы всевозможные, кандидоз, все это лечится. Народный способ лечения вагинального кандидоза — это использование спринцевания вагинального. Один стакан воды теплой и добавляется по 2 капли ароматических масел. Нероли, аниса, жасмина и чайного дерева. Спринцевание необходимо делать утром и вечером. От полового кандидоза может помочь препарат Прокмарти, разработанный моей компанией, а также мазь, которая называется у нас Эндометрикс. Вот я ее рекомендую тоже использовать. Здравствуйте, почему у пожилых людей уменьшается мышечная масса и как ее восстанавливать? Все связано с усвоением азота. А в одной из своих лекций я объяснял, что белок является полимером, вернее мономером. Белок является мономером, все правильно. И белок разделяется на аминокислоты. Таким образом, когда белок превращается в аминокислоты или разделяется на определенные аминокислоты, то аминокислота обычно имеет 2 части. Это аминогруппа и карбоновая группа. Карбоновая группа — это соединение с углеродом, а аминогруппа — это соединение с азотом. Вот эта аминогруппа, вот этот азот, он очень часто у нас не усваивается. И, как правило, с возрастом усвоение азота у нас уменьшается. Именно поэтому, с чем это связано? Это связано с перенакоплением свободных радикалов. И как можно это все уменьшить? И что необходимо при этом делать? Первое. Необходимо увеличивать употребление самого азота. А где азот находится у нас? Там я рассказывал еще о биоантиоксидантном действии вещества, которое называется цистин. Есть вещество, это аминокислота, которая в нашем организме производится, и она делится на 3 аминокислоты, самовоспроизводящихся. Это цистерин, цистин, цистеин. Таким образом, эти аминокислоты, они между собой одна становится другой, и этот процесс в нашем организме постоянно происходит. Что это за аминокислоты? Аминокислоты цистерин, цистин и цистеин являются фактически метлой, которая выводит свободные радикальные соединения, грубо оксиданты, которые накапливаются в наших клетках. Чем больше оксидантов накапливается на протяжении жизни, тем меньше азот усваивается.
И для того, чтобы азот начал вновь усваиваться, необходимо антиоксидантными веществами выводить, то есть вводить дополнительно в рацион питания вещество, которое называется цистин. Это вещество, аминокислота, которая обычно не выделяется, потому что с возрастом сам цистин не формируется, а формируется соединение, должно быть цистерин, цистин, цистеин, цистеин, цистин, цистерин, но у взрослеющих людей цистерин превращается в цистеин, и цистеин превращается в цистерин. Таким образом, вот эта аминокислота, которая должна быть между ними, она не формируется, а ее уникальность заключается в том, что у нее очень много мостиков, свободных электронов, которые могут крепить в себе вот эти все оксиды и окислившиеся вещества. И теряется этот мост, и аминокислоты просто за счет этого не усваиваются. Ну и введение дополнительно в рацион питания именно этой аминокислоты, которую можно приобрести на моем сайте aduiko.com, помогает заметно улучшить общее самочувствие человека. Кстати, проводя исследования среди больных людей, особенно среди людей, которые проходят терапию лечения онкологического заболевания, там, с помощью химиотерапии, там целая группа была, произошло вот такое удивительное, но оно не удивительное, но как бы закономерное открытие, в ходе которого одна группа применяла препарат цистин на фоне лечения онкологического заболевания, вторая группа не применяла. Так вот, результаты у той группы, которая применяла препарат цистин, были заметно лучше. Поэтому могу сказать, что данный препарат действительно имеет такую функцию помощи. Ну и все-таки, чем же восстанавливать нам азот? Азот есть в нитроглицерине. То есть можно взрослеющему человеку, у которого очень там мускулатура становится, там атоничная мускулатура, можно вводить в рацион питания дополнительно аминокислоты. Это аминокислоты, которые есть в нашем или в моем комплексе, который называется, как же он у нас называется, худейс, да, есть у нас такой препарат. Сейчас вспомню, скажу. И можно применять там четверть таблетки нитроглицерина один раз в день прямо в маленькой-маленькой дозировке. Вот этого количества азота, который находится там в четверти таблетки нитроглицерина, будет достаточно для того, чтобы на протяжении 1-2 месяцев заметно улучшить мышечную мускулатуру. Также рекомендую использовать препарат нашей компании, который называется Tribulus, так как в Tribulus находится высокое содержание азота. Это вещество, которое мы извлекаем из растения, которое называется Tribulus, или по-другому в народе баранцы. Вот рекомендую его использовать. Далее можно использовать любые препараты с высоким содержанием азота, аналоги, допустим, Виагры препараты, потому что в препарате Виагра находится высокое количество азота. В нетрадиционной медицине высокое количество азота находится в листьях растения амарант. Если собрать листья растения амарант и заваривать эти растения как чай, то ребенок лучше учится, восстанавливает человеку сон, засыпание, просыпание, при этом очень улучшает состояние печени. Вот такие компрессы с листьями амаранта могут помочь человеку избавиться от псориатических бляшек и так далее. Що потрібно, щоб відслоївся ендометрій, мені 55 років? Потрібна мазь, яка називається Endometrix. Можна приобрести на моем сайте aduiko.com. Здравствуйте, Андрей Андреевич, пишет Марьяна Королевская. Пью разные препараты, на что мне обратить внимание по здоровью, что порекомендуете мне лечить?
Порекомендую вам лечить щитовидную железу. Принимайте препарат тератозин, также принимайте препарат паставит, потому что немножко нервное состояние. Мария Горожанкина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Давно беспокоит стопа. Подскажите, можно ли восстановить стопу или только через операцию? Заранее спасибо. У вас стопа имеет ярко выраженные воспалительные подагрические суставы. Это у вас развивается подагрический артрит. Обычно подагрический артрит необходимо лечить препаратами от подагры. Какие это препараты? Это уролиз. По поводу невромы, которая возникает между вторым и третьим пальцем, и по поводу вальгусной стопы или вот этих вальгусных новообразований, которые есть, это два абсолютно разных заболевания. Смотрите, то, что неврома у вас там возникла, и она очень четко видна, вот эта неврома, это связано с атеросклерозом нижних конечностей, которая лечится препаратом нашей компании, он называется альфа-липоевая кислота. Также необходимо уменьшать количество употребления глюкозы до максимума. По идее, вот такая неврома очень часто говорит о том, что человек болеет сахарным диабетом второго типа, и у него формируется атеросклероз или формируется артериосклероз нижних конечностей. Поэтому вот эту неврому необходимо лечить препаратом, там, если медицинский препарат, можно принимать метформин, там, 500 миллиграммов один раз или два раза в день после приема пищи. Убрать обязательно алкоголь и сладкое из рациона питания на несколько месяцев. Принимать альфа-липоевую кислоту по 2 таблетки 2 раза в день, утром натощак, вечером перед самым сном. Через 2 месяца неврома сама по себе исчезнет. А вот с вальгусом необходимо разбираться по-другому, так как вальгусная стопа с вальгусной деформацией, которая у вас здесь выражена, обычно является признаками деформации по принципу подагрического заболевания. Используйте мазь Вальгусан, она уберет у вас болезненные состояния, деформацию стопы. И второе, принимайте препарат уролиз манкулит по 1 чайной ложке одного и второго препарата на стакан воды. Принимайте препарат подагрин по 2 таблетки 2 раза в день, утром натощак, вечером перед сном. Прием данного комплекса сможет безоперационно восстановить вашу стопу. Также в свое время обратил внимание, что в свое время были очень популярные операции по восстановлению стопы. То есть вырезали мягкую ткань между первым и вторым пальцем стопы, и после чего сшивали и прям гипсовали ступню, и в дальнейшем ступня вновь становилась нормальной. Так вот, я обратил внимание, что нечаянно так обратил внимание, что многие из тех пациентов, которые сделали такую операцию, в дальнейшем ломали тазобедренную кость. И тут такая идея пришла. Может быть, действительно наш организм справляется с перенесением центра тяжести, с расширением стопы в ширину при формировании остеопороза. И в дальнейшем начали проводить исследования, потому что такую идею я выдвинул, и там есть люди, которые начали ее рассматривать, и в дальнейшем действительно такую аналогию провели. Действительно, у людей, у которых появляется вальгусная деформация стопы, при исследовании костного состава оказывается, что большинство этих людей имеют ярко выраженные остеопорозы. И именно поэтому необходимо при лечении или увеличении употребления кальция витамина, плюс витамина D3 уменьшалась, как ни странно, деформация стопы. То есть стопа восстанавливалась. Незначительно, но все равно визуально это было очень заметно. Здрасте, мне 25. Можно ли в таком возрасте удалять или надрезать гланды, если они беспокоят, налет, увеличенные и так далее? Можно ли их вылечить? Пользуемся лизам, эмбрионазин. Спасибо за ответ. Гланды являются лимфатическими узлами. Не стоит их удалять, я вам говорю это серьезно. Что же нужно убрать или как нужно полечить и что необходимо сделать, чтобы это не возникало? Итак, первое. Необходимо изменить питание, в ходе которого должна исчезнуть слизь,
Как возникает слизь? От молока, от сладкого. То есть сладкое, молоко, лимоны нужно убрать из питания. Что необходимо увеличить? Необходимо увеличить имбирь и горечи. То есть начать принимать там горечи дуйко, там амарум по 1 столовой ложке на стакан воды 2 раза в день. И применять имбирный чай, то есть 1 столовая ложка перетертого имбиря без меда в горячей воде растворять утром, так чтобы аж во рту пекло, принимать такой чай, желательно 2 или даже 3 раза в день вот такой чай принимать. Этот чай, он по идее может повлиять на уменьшение лимфоузлов. Также в компании есть 2 препарата. Почему лимфоузлы увеличиваются? Это связано с наличием инфекции. Как правило, наличие свободной инфекции, которая постоянно находится хронически в крови. Это может быть стафилококк, стрептококк, там какая-либо другая бактерия. И как это нужно, золотистый стафилококк, как и чем это необходимо устранять. Первое, необходимо провести курс. В ходе этого курса устранить возможность наличия стафилококка в крови. Это препарат нашей компании, называется Гемортан. Принимайте Гемортан особым образом, 6 таблеток на ночь в первый день перед самым сном и в дальнейшем по 2 таблетки утром и вечером на протяжении 30 дней. Совмещайте данный препарат с препаратом Лимфонорм. Принимайте препарат Лимфонорм и Гемортан. Лимфонорм 2 таблетки 3 раза в день, Гемортан первый день 6 таблеток перед сном, по 2 таблетки утром и вечером на протяжении 1 месяца. Через месяц обратите внимание на то, как улучшится ваше общее состояние. Также исчезнут вот такие ревматоидные какие-то проявления. Ну и в дальнейшем заболевания носоглотки необходимо лечить путем увеличения или улучшения иммунитета. Такой иммунный препарат нашей компании — это препарат Instamax. Я рекомендую его принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Это иммуногрант по 2 таблетки 3 раза в день. Ингаляции можно провести с популином. Ингаляции с популином: 1 столовая ложка популина и 1 столовая ложка физраствора, можно просто воды. В камеру ингалятора проводить ингаляции по 10 минут 1 раз в день. Кстати, великолепное средство и от кашля, и от бронхита, и от вот таких лимфоузлов в носоглотке. Здравствуйте, у дочери постоянно беспокоит мочевой. Что можно пропить? Очень часто постоянные циститы не являются циститами. Это может быть хроническим пилонефритом. И одна из моих вот идей, я очень часто об этом говорю в своих семинарах, я часто говорю, что хронических циститов не бывает. А вот хронический пилонефрит бывает. И очень часто хронический пилонефрит — это очень сложная, очень опасное и заболевание, которое может иметь самый печальный прогноз. Поэтому, конечно же, вылечить цистит несложно. Можно пропить препарат Цистонорм моей компании. Если есть там еще недержание небольшое, можно и нуретин вместе с препаратом пропить. Тогда исчезнет и цистит, и исчезнет недержание мочи. Но вот что делать с пиелонефритом? А пиелонефрит — это уже заболевание такое, его необходимо лечить там, с помощью антибиотиков, контролировать кровь, и это может быть связано с иммунитетом, развитием сахарного диабета 2 типа и так далее. Так вот, хорошо было бы проверить, нет ли там у вас высоких нейтрофилов, лимфоцитов, там, лейкоцитов, ну и обратиться, может быть, к нефрологу, чтобы все-таки посмотрел эти анализы, дабы исключить в дальнейшем развитие пилонефрита. Так как в дальнейшем очень часто у женщин на фоне пилонефрита или длительного заболевания пилонефрит, на который никто никогда не обращает совершенно никакого внимания, то есть цистит там воспалился, прошло, периодически это возникает. И как бы никто не обращает внимания. А в зрелом возрасте потом появляются тяжелые формы почечной недостаточности. И появляются, ну, вплоть до, там, вплоть до отмены работы почек. И в дальнейшем с необходимостью там, с постоянного диализа или даже пересадки почек. Ну вот, чтобы до этого не доходило, необходимо обращать внимание на такие жалобы, особенно ребенка, и ставить на первое место все-таки не самолечение, а обращение к профессиональному врачу.
как заказать мой товар. Прямо сейчас в ТикТоке видео называется следующим образом. Здоровье, дальше идет мой сайт aduiko.com. Мой сайт называется aduiko.com. Вы можете прямо сейчас вбить в интернете тибетская формула, и там появится сайт aduiko.com, нажать на него, и там увидите все препараты. Сейчас я попробую это сделать, тибетская формула. Да, тибетская формула. Сразу же появляется мой сайт aduiko.com. Вот я на него нажимаю, да, все переходит на сайт. Также сейчас к Дню влюбленных на нашем сайте есть скидка. Можете переходить и покупать товар со скидкой. Камила спрашивает, если быстро идти, а потом остановиться, кажется, что не держишь равновесия и кружится голова, хотя предметы не кружатся, и сама стоишь прямо. Прямо какое-то дрожание в теле, правильно вы говорите, прямо какое-то дрожание в теле и слабость. От этого начинаются панические атаки и страх. Но это только когда обращаешь на это внимание, или это уже невроз. На МРТ мозга ничего не показало. Правильно, на МРТ мозга вам ничего и не покажет. Это все связано с тем, что в нашей жизни при истощении нервной деятельности или центральной нервной деятельности, которая происходит от бессонницы, от переедания сладкого, от стресса, просто от того, что человек постоянно думает. Мы очень часто не контролируем свое засыпание, нарушаем циркадный ритм сна, то есть ложимся позже 11 часов вечера или просто ночью. Перед своим сном очень часто смотрим на блестящий монитор своего телефона, думая, что наша центральная нервная система, она может это все поглотить, переварить и так далее. Также в большинстве своем мы не обращаем внимания на информацию, которая совершенно кашка-малашка. То есть, когда человек ест, представьте большой стол, на нем много еды, и вы начинаете есть суп, заедаете это котлетами, заедаете это печеньем, выпиваете варенье, после этого съедаете там жирную свинину, заедаете это селедкой, после чего съедаете шоколадную конфету, в конце всего там запиваете это кефиром, ну и конечно же там 100 граммов крепкого черного чая с сахаром. То есть может ли произойти отравление от несварения? Да. Может, потому что у нас все-таки организм так устроен, что есть предпочтение к употреблению продуктов питания, есть продукты некоторые, которые между собой вызывают процесс брожения. И вот если человек начинает все подряд есть, то у него может возникнуть реактивный панкреатит, острый панкреатит, также могут быть несварение кишечника и так далее, вздутие, метеоризм и так далее. Также происходит с информацией, когда человек начинает подряд, без разбора, получать и, хочет он или нет, вмещать в себе информацию, это истощает центральную нервную систему, которая управляет периферической нервной системой. Периферическая нервная система, она у нас отвечает за наше спокойствие. То есть, если вы начали дергать рукой, то у вас уже истощение периферической нервной системы. Сейчас, извините, сын звонит. Сынок, у меня вебинар. Что ты хотел? А что там? Да-да, я сейчас закончу и потом сделаю. У меня тоже такое почему-то появилось сегодня. Будем разбираться. Давай, я потом наберу. Извините, сын. Я всегда отвечаю на телефон, если звонит сын, теща, мама, ну и любимая жена и дети. И, конечно же, если посмотреть на человека, мы часто видим, как он дергает там. Это говорит о том, что у него уже дистонические проявления проявляются. То есть это могут быть нервные тики, фокальные дистонии и так далее. Чем это необходимо лечить? Как ни странно, необходимо лечить длительным сном. Необходимо увеличивать прием кальция. Для того, чтобы, помните, я рассказывал о сердце, потому что в случае, если сердце не смыкается, происходит выделение адреналина. Для того, чтобы адреналин не выделялся, необходимо увеличивать сон, принимать успокаивающие препараты седативные. Это в моей компании Поставит и Серантал. Поставит и Серантал по 2 таблетки 3 раза в день. Чай Диторекс. 1 столовая ложка на стакан воды на протяжении дня пить по 1, 2 или даже 3 стакана.
Это приведет к тому, что все тело успокоится, и вот такого ощущения внутреннего дрожания не будет. Что такое внутреннее дрожание? Это действительно состояние напряжения, которое ощущает наше тело в случае, если человек не высыпается, в случае, если у человека недостаточное количество кальция, в случае, если у человека высокое количество адреналина. Ну и, в общем-то, я, наверное, ответил на ваш вопрос. Чем вам можно помочь? Вам можно помочь препаратом Паставит, Сирантал, препаратом цитрат кальция, 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день, Паставит, Сирантал по 2 таблетки 3 раза в день. Также дрожание в теле может быть следствием не только недосыпания, а может быть следствием недостаточного употребления магния, так как магний это необходимое вещество, которое необходимо людям, у которых происходит истощение центральной нервной деятельности. Очень рекомендую использовать магний в моем препарате Magnum Cit 300 по 1 столовой ложке на стакан воды 2 или 3 раза в день. Кстати, можно его употреблять и без воды, он очень вкусный. У нас представлен магний в виде цитрата магния с апельсиновым вкусом, с лимонным вкусом. Их очень удобно пить, они имеют красивый цвет, очень такой приятный на вкус, чуть-чуть с привкусом металла. Здравствуйте, Андрей Андреевич, у моего сына аллергия на глютен. Хочу заказать для него витаминный комплекс для поддержания иммунитета. В каких препаратах ТФ нет глютена? Мы никогда не используем глютен ни в каких препаратах. Поэтому даже в спортивном питании, которое у нас есть, в белках, там нет глютена. У нас все безглютеновое. И я тоже считаю, что не используем глютен. Можно ли навсегда убрать аллергию на глютен? Да. Путем увеличения употребления натрия. А где натрий находится? Натрий находится у нас в пищевой соде. Когда человек говорит, я замерзаю, у меня все время холодные конечности, о чем это говорит? Это говорит о том, что переизбыток калия, недостаточность натрия. Таким образом, если у человека, как определить, вам больше натрий нужен или калий? Если у человека ощущение, что ему все время жарко, это говорит о том, что человеку необходим калий. В случае, если человеку все время холодно, это говорит о том, что ему необходим натрий. Если вам жарко, если у вас ощущение жара все время, вы вспотеваете, вам необходимо убирать поваренную соль, вам нельзя пить соду. В случае, если у вас наоборот состояние, что вы все время замерзаете, ощущение холодных конечностей, даже невротические такие состояния, вам необходимо пить соду. Вот. Здравствуйте, расскажите про препарат «Золотой желудок». Он только для кишечника или желудка тоже? Да, он поможет при гастрите. Наш желудок уникален тем, что в нем находятся бактерии, наши бактерии. Помните, на прошлом вебинаре я рассказывал о бактериях нашего кишечника. И там я говорил об ацидобактериях, и там о всевозможных Е. коли, об аэробных, анаэробных бактериях, как они реагируют на наличие, как это все работает, как это связано с легкими. Вот я рассказывал о муковисцеральных связях, которые в организме контролируются легкими, как реагируют легкие на желудок и на поджелудочную железу и так далее. И когда человек живет, то у него есть в наличии его собственные бактерии, которые зарождаются или появляются в тот момент, когда ребенок достигает возраста, когда его отрывают от груди, он впервые начинает знакомиться с окружающим миром. У него выделяется много слюны, он все облизывает, поднимает с пола и там при этом ничем не болеет. Почему? Его кишечник, он инфицируется бактериями, которые находятся в окружающем мире, и в дальнейшем они являются для него его собственными бактериями, с которыми он проживет всю свою сознательную жизнь. Они для него важны. Когда мы принимаем антибиотики, когда мы принимаем антисептики, среди которых алкоголь самый мощный антисептик, который очень уничтожает наличие бактерий в нашем кишечнике, приводя к мощнейшим и страшнейшим дисбактериозам, в дальнейшем самые родные, самые близкие бактерии, которые необходимы нам, от которых зависит наличие у нас иммунитета, они могут умирать. И для того, чтобы их возродить, создан был мной препарат, который называется вот этот здоровый желудочек. Здоровый желудочек — это препарат, который делается
из экстракта, который добывается из верхней кожицы, и там находится небольшое количество вещества пепсин. То есть это вещество, которое является питательной средой для бактерий, которые нам очень необходимы в нашем кишечнике. Рекомендую его принимать совместно с препаратом Прокшалан, для того, чтобы кишечник начал работать лучше, для того, чтобы наши бактерии начали формироваться. Принимайте золотой желудок совместно с препаратом Прокшалан. Андрей Андреевич, проблема с ногтями отрастут и начинают слоиться и ломаться. Что требует организм, чего ему не хватает? В случае, если с ногтями происходят проблемы, то проблемы происходят на фоне кремния. Оказывается, что недостаточность кремния и приводит в дальнейшем к тому, что проявляются или появляются проблемы с ногтями. Достаточно большое количество кремния находится в нашем препарате, который называется у нас антитокс. 1 чайная ложка антитокса на стакан воды на протяжении 1 месяца поможет вам сделать ваши ногти вновь крепкими, красивыми и так далее. Здравствуйте, у меня происходят кратковременные импульсы, как микротолчки изнутри по всему организму. Страшно становится. Это называется адреналин. Вот эти толчки — это адреналин. По-другому это называется адреналиновые панические атаки. Чего не хватает? Сегодня уже объяснял. Необходимо увеличить прием кальция в виде цитрокальцимин препарата. 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. И в дальнейшем начать принимать препарат Паставит, Сирантал, Магнум Цит 300. Паставит и Сирантал по 2 таблетки 3 раза в день. Магнум Цит 300 1 столовая ложка на стакан воды 2-3 раза в день. Препарат Цитрокальцимин 1 чайная ложка на стакан воды утром. Высокая кислотность в желудке. Пью амипрозол всегда. Как уйти от него? Амипрозол — это препарат, который контролирует закрытие клапана насоса пищевода и желудка. И когда вы принимаете амипрозол, то это блокирует заброс жидкости из желудка в пищевод. Таким образом контролирует и делает все для того, чтобы у вас не формировалось заболевание гастродуоденит и гастроэнтерит какой-нибудь там, гастроэнтериальный. И амипрозол, он делает все для того, чтобы пищевод не повреждала эта кислотность. Ну и устраняет там плохой запах и так далее. Но в целом амипрозол не контролирует кислотность. Вы должны это знать. Что же контролирует кислотность и что вообще происходит, когда у человека появляются вот такие простейшие гастриты? Об этом я сказал в программе своей, которую вы можете найти в YouTube. Андрей Дуйко, контролируемая кислотность, и там я рассказываю о гастроэнтерологических заболеваниях. Но для вас вот хотелось бы несколько слов сказать. Существует ряд таких народных великолепных способов контролировать кислотность и сделать так, чтобы в дальнейшем она не повышалась. Один из способов — это питье семян льняного семени, которое необходимо заваривать следующим образом. Берется 1 столовая ложка порошка. Здесь очень важно это подчеркнуть. Нужно сказать: порошок, сделанный из льняных семян, не льняные семена. То есть, если заварить льняные семена, эффекта этого не произойдет. А обязательно из льняного семени необходимо сделать порошок. Сделайте порошок и заваривайте так. На 1 стакан кипятка сверху насыпается 1 столовая ложка льняного семени в виде порошка. После чего накрывается и ждется, когда вот это все заварится. Получится такой серый кисель или серная кисельная масса. Принимайте вот такую серную кисельную массу по 1 стакану или 2 стакана на протяжении дня. Также снизить кислотность помогут: первое, утром сырое яйцо натощак, вечером сырое яйцо перед сном. Это и вес снизит, и уменьшит кислотность. Второе,
Часто мы реагируем, и наши стрессы, и наши стрессовые ситуации, мы реагируем тем, что у нас повышается кислотность. Именно поэтому необходимо какие-нибудь препараты, которые могли бы пассивно и в такой мягкой форме уменьшить реакцию вашу на стрессы. То есть начните принимать препараты моей компании Сирантал или Поставит, они успокоят. Есть еще капли такие, там Мирмил капли. Далее обязательно увеличьте, обязательно начните использовать препарат с магнием. Там магний можете аптечный принимать, но для магния все-таки очень важно, чтобы это была не металлическая форма, как это принято, выпускают некоторые компании. Вот металлическую форму, я считаю, что это не очень хорошо, потому что это может привести наоборот к ухудшению работы желудка. Принимайте вот такую хелатную форму, которую я разработал в нашей компании. Препарат называется Magnum Cit 300. Следите за тем, чтобы не было стрессов. Также из рациона питания, в рационе питания гастритчика обязательно должны быть липкие каши. Это овсяная каша, это там ячневая, но каша она должна иметь вид такой липкий. То есть если каша, которую вы едите, она рассыпается, то вам не очень подходит. Если каша такая липкая, тягущаяся или тянущаяся, то тогда для желудка с целью понижения кислотности желудка подходит. Также очень хорошо пить или есть супы. Также любые продукты, которые имеют цвет синий. Какие там продукты имеют цвет синий? Это синие ягоды. Это даже не так сразу и не придумаю. То есть продукты, тибетская медицина говорит, что язву желудка и заболевания желудка с высокой кислотностью лечат продуктами синего цвета. Также хорошо имбирь, не нужно лимон, нельзя острое, поменьше стрессов. Это большинство людей, они страдают вот такими заболеваниями. У нас есть препараты каолин, антитокс, здоровый желудок, гастронорм, железняк, чай. Вот очень рекомендую, прям на первое место можно ставить чай железняк. Скажите, какое лекарство для желудка пить, когда принимаешь обезболивающее, например, кетонал? Кетонал, он, в отличие от диклофенака, не влияет на повышение кислотности двенадцатиперстной кишки. А вот диклофенак, конечно же, может повышать. Поэтому мавалис, диклофенак и вот такие противовоспалительные препараты, нестероидные, нужно знать, что они всегда повышают кислотность. Причем очень критически и очень болезненно. И это для людей, у которых есть язвенное заболевание. А кетонал это анальгезирующее вещество с действующим веществом кетонал. И оно безопасно, но оно не безопасно для почек. Поэтому какое вещество принимать для того, чтобы не влияло, можете за желудок не переживать, а вот на почки обращать внимание. А что там для почек у нас есть в нашей медицине? Ну, канифрон можно попринимать вместе с кетоналом. Хотите, чтобы быстрее сорбировалось, можно принимать с белым углем или в небольшом количестве принимать белый уголь. Кстати, я заметил, что один из таких самых простых способов помочь человеку, у которого есть там боль в копчике, помните, я сегодня говорил, или там снизить холестерин. А вы знаете, что существуют очень нетрадиционные, но при этом чрезвычайно эффективные методы снижения холестерина. Спасибо врачу с фамилией Лурия, который в свое время меня этому обучил, ну как бы подсказал, что так можно делать. Очень много женщин, у которых повышался холестерин, он советовал нетрадиционно, потому что многие врачи, особенно такого военного времени, к которым относился данный врач, в свое время давали советы, которые шли почему-то с войны, когда, знаете, что такое война? Это когда не хватало медикаментов, когда врачу необходимо было использовать какие-то народные, там, нетрадиционные методы. И он мне дал совет. Он сказал, что Андрей Андреевич, ты должен обратить на это в дальнейшем внимание и, может быть, даже это исследовать, в случае, если у тебя будет возможность и желание заниматься наукой. И он говорил, в случае, если у человека повышается холестерин, то этому человеку можно давать в небольшом количестве
раствор марганцовки, перманганата калия. То есть человеку необходимо давать небольшое количество перманганата калия. Кстати, когда у человека не хватает калия, это говорит о том, что у него растет холестерин. Поэтому в случае, если давать человеку дополнительно калий, то он снижает у человека холестерин. Также восстанавливает калий, перманганат калия, снижает холестерин, восстанавливает деятельность печени. И еще, в случае, если гепатоциты печени поражаются, то растут определенные показатели печеночные. Какие это? Это не билирубин, это обычно глютаман трансфераза, дальше щелочная фосфатаза. И объединяет щелочную фосфатазу и фосфолирует это все и выводит из организма, депонируется это с помощью калия. И вот как раз питье в небольшом количестве в домашних условиях слабого очень раствора перманганата калия может помочь человеку улучшить состояние печени, снизить холестерин, улучшить состояние матки, улучшить состояние суставов, улучшить общее состояние почек и даже в некоторых случаях уменьшить в объемах улучшить, снять отек с почек и так далее. Ну или любой препарат с калием, то есть это эффект будет точно такой же. Допустим, у вас высокая щелочная фосфатаза, вы можете начать принимать препараты с высоким содержанием калия. В нашей компании это препарат Уролиз и препарат Манкулит. Можно увеличить манкулит и принимать манкулит, он снизит холестерин и улучшит общее состояние. Холестерин – плохая печень. Холестерин – маленький сон или короткий сон. Холестерин – в дальнейшем будут развиваться проблемы, которые будут связаны с интимой сосуда или сосудов во всем организме. Будут появляться окклюзии, стенозы сосудов, которые в дальнейшем, атеросклероз это все называется, который в дальнейшем является основой фактически всех заболеваний, от которых в дальнейшем больше всего умирают люди. От каких заболеваний больше всего умирают люди? От заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые формируются на фоне высокого холестерина и которые в дальнейшем приводят к атеросклерозу. Вот так. Крик о помощи свекрови, сделали заключение в правом полушарии мозга, объемное образование, делали КТ. Очень жаль, конечно. Это очень неприятно. Напишите мне личным сообщением в Telegram, и я постараюсь ответить. Может что-то, общайтесь с нашими операторами, они когда вот что-то такое получают, они все вот эти сообщения мне передают в виде таблицы. Я потом сажусь и отвечаю на эти все сообщения. У моей сестры ни с того ни с сего отнялись обе ноги. Сейчас ждет, когда ее пригласят на обследование. Что это может быть? Может быть синдром Басса, может быть заболеванием рассеянный склероз. Да, такое в моей практике было неоднократно. Может быть боковой амиотрофический склероз или рассеянный склероз. Может быть все что угодно. Надо смотреть, делать МРТ, исследование мозга, смотреть, нет ли очагов демиелинизации и определять, чем же она на самом деле болеет. Также в моей практике было такое, что у женщины на фоне долгой депрессии отнимались ноги. И в дальнейшем лечение депрессии помогло избавиться вот от данного заболевания. То есть это всегда заболевание. Также было еще такое, что мужчина, по-моему, ему до 32 лет, у него было заболевание, у него отнялись ноги, и его везде носили, врачи ничего не могли определить. Начали проводить исследования, оказалось, что у него заболевание, которое как заболевание и не рассматривает, собственно, никто. Это заболевание герпеса Эпштейн-Барра. И у него там сумасшедшие показатели, абсолютно не было иммуноглобулинов G, как бы своего собственного иммунитета. Они были низкие, а иммуноглобулины А были высокие по отношению к данному заболеванию герпеса. И у него там книги умные я читал, и там было сказано, что одним из заболеваний Эпштейна-Барра является
проявляется, вернее, в симптоматике в дальнейшем, что могут происходить новообразования. Там левостороннее или правостороннее формирование опухолей в носоглотке, и в дальнейшем это может привести вот к синдрому вот такой хронической усталости и так далее. И у него данное заболевание привело к тому, что сначала ставили ему психическое заболевание, 30-дневный курс терапии ничего не дал. После чего сделали исследования, определили у него эту опухоль с одной стороны, определили Эпштейна-Барра. Ну и начали проводить иммунологическую терапию. Ни к чему, к сожалению, это не улучшало его состояние и так далее. Я предложил ему использовать препараты калия. По моему мнению, если увеличить препараты калия и начинать давать при таком заболевании, то организм может самостоятельно справиться. Он принимал препараты калия, это магнумцид, вернее манкулит и уралис по 1 чайной ложке на стакан воды 2 раза в день. И применял препараты для увеличения иммунитета. Это препарат Instamax моей компании, это препарат Immunogrant и препарат ГВИ. Также делал ингаляции с популином, германием. И вы знаете, на протяжении, там, по-моему, 40 дней начали возвращаться к нему его рефлексы, очень заметно улучшилось состояние. Насколько я знаю, в дальнейшем, там, спустя какое-то время, все абсолютно функции были восстановлены. То есть, несмотря на то, что дебют заболевания был ранним, то есть первый раз это у него произошло там в чрезвычайно раннем возрасте, там 13-12 лет. Само заболевание в такой прогрессивной форме проявилось уже в возрасте там 30 лет, там 26, вот когда я с ним встретился. Ну и почему я решил давать ему калий-содержащие препараты? По моему мнению, герпес может быть активным в случае, если есть недостаток или переизбыток натрия и калия. Человеку жарко, он вспотевание, это калия много, значит надо давать натрий. Человек замерзает, значит нужно человеку давать больше натрия. Таким образом вот все устроено. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как долго пить карвалол, триплексам? Спасибо за прекрасный совет. Порекомендуйте, пожалуйста, на предмет привыкания к карвалолу. К карвалолу нет привыкания. В карвалоле нет веществ, которые могли бы вызвать у человека привыкание. Смело можете принимать карвалол, безопасный препарат совершенно, хоть годами. По поводу это к барбитурату могут быть привыкания, так как там находятся стимуляторы нервной деятельности, нейродеятельности, и они могут быть опасными, к ним действительно могут быть привыкания. Барбитураты. А в карвалоле этого нет, можете смело принимать, все безопасно. Тем не менее, вы должны знать, что применяя триплексам, применяя карвалол, вы, конечно же, все делаете для того, чтобы у вас не было инсульта, не было инфаркта, не развивались заболевания сосудов. Но вы должны знать, что лечить-то придется. И чем лечить? Купите чай, который называется Тонизон в нашей компании. Принимайте препарат Тонизон. Принимайте препарат ЕМА. ЕМА препарат поможет вам справиться с атеросклерозом. Кстати, по поводу мышечной массы. Помните, там вы спрашивали, не нарастает, не растет мышечная масса. Я говорил, надо азот-содержащие препараты. Я забыл. У нас есть азот-содержащий препарат, называется он ЕМА. Там высокое содержание азота, вот его рекомендую применять людям, у которых есть заболевание атеросклероз и заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, особенно гипертоническая болезнь. И препарат ЕМА, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день, уберет атеросклероз, если принимать на протяжении 1-2 месяцев. Далее препарат чай Тонизон, принимать 1 столовая ложка на стакан воды 2 раза в день, принимать препарат Тонизон по 2 таблетки 3-4 раза в день. Это в дальнейшем не снизит давление, но поможет восстановить целиком всю сердечно-сосудистую систему. Так как сердечно-сосудистая система — это не только работа сердца, это еще и там, ригидность мускулатуры, это еще и стрессы, адреналин, это еще и переизбыток кальция или недостаточность кальция в крови, ну и там целый ряд всего. То есть там, почему я говорил триплексам? Потому что триплексам — это препарат, в котором находится 3 вещества. Это вещество
адреноблокатор, это вещество, расширяющее сосуды, вазодилататор там какой-либо. Ну и это, насколько я знаю, там магний содержащее вещество или калий содержащее вещество, которое расширяет сосуды и успокаивает, в общем-то. Время беременности начались запоры, это частое явление. После родов ситуация не улучшается. Гормональный фон восстановлен. Пробиотики не помогают, масло растительное натощак начало пить не нужно. Стало немного лучше, но еще не налажена работа кишечника. Делайте так, возьмите 1 литр, сладкого не ешьте, возьмите 1 литр воды, добавьте в него 1 столовая ложка каолин, 1 чайная ложка антитокс. Взболтайте, выпивайте 1 литр на протяжении дня. Также на протяжении этого дня принимайте мой препарат Франгул. 1 таблетка утром, 1 вечером. Утром натощак начинайте с 1 кусочка грейпфрута натощак. На протяжении 2 месяцев вот такие запоры исчезнут, и вы больше ими страдать не будете. Почему запоры? Это ригидность мышечной мускулатуры нашего кишечника. И наш кишечник необходимо стимулировать. Чем необходимо стимулировать? Ему поможет препарат вот, золотой желудок, или препарат Прокшалан, или препарат Франгул. Ну а в комплексе, для того, чтобы высеять и создать правильную микрофлору нашего кишечника, восстановить его перистальтику, необходимо принимать вот такой дюбаш для нашего кишечника, который будет сорбировать токсины, который будет уменьшать инсулин в кишечнике в случае, если он там находится, там, устранять остатки желчи, которые там тоже накапливаются в складках. И это все сможет помочь вам сделать вот такая болтушка из 2 препаратов каолин и антитокс. С вами был Андрей Дуйко. Быть здоровым легко, поможет Дуйко. Обязательно переходите на мой сайт duйко.com и выбирайте для себя препараты. Которые есть на моем сайте «Тибетская формула». Также на сайте работают операторы, они постоянно готовы услышать вас, помочь вам с выбором. В случае, если у вас какая-то очень сложная проблема, то операторы обратятся ко мне и попробуют подобрать курс с моими рекомендациями персонально для вас. Еще раз большое спасибо за участие. Переходите на сайт. Сейчас на сайте акция. Вы сможете приобрести все препараты, о которых я говорил, с скидкой. До свидания. Будьте здоровы. Всем желаю здоровья. Не смотрите плохих новостей. Мойте руки. Хочу также несколько слов сказать о том, что сейчас есть, особенно вот в Киеве, где мы находимся, новый вирус. Это энтеровирус, который проявляется в виде диареи. Обычно им страдают дети. Дети страдают активно и имеют активную форму. Но если взрослые начинают болеть, то болеют длительно. Вначале появляется диарея, она длится 4-5 дней. Заканчивается повышением температуры и обструктивным бронхитом. То есть появляется у человека глубокий бронхит, обструкции, такой простейший бронхит. Поднимается температура, начинает болеть носоглотка. Это все вирусное заболевание с проникновением и с дебютом заболевания в виде, ну, как бы в анамнезе. Это вирус, который должен попасть в кишечник. То есть он у нас не анаэробный, то есть мы его не воздушно-капельным путем получаем, а получаем только через руки. Именно поэтому пользуйтесь антисептиками. Обязательно мойте руки, как это показано вот в разных этих видео, там, где необходимо мыть руки, ногти там, и так далее. Пользуйтесь антисептиками, не тяните руки к лицу, ни в коем случае не трите руками глаза, не ковыряйтесь там в губах, в зубах и еще в чем-то. Обязательно носите с собой салфетки с антисептическим действием. Будьте здоровы, не болейте. А если уже начинаете болеть, то для того, чтобы само заболевание проистекало в быстрой форме, принимайте антибиотики натуральные. Я рекомендую, там, допустим, эритромицин.